Об Иване Подобном ходит много легенд. Зачастую сложно понять, где правда, а где вымысел, но, например, то, что его уважали фашисты – факт, который никем не оспаривается. Иван Максимович родился в Полтавщине в XIX веке. От природы он был очень физически сильным человеком, поэтому легко справлялся с любой работой. Но решил уехать в Крым, трудился там грузчиком в порту. Однажды Подобный побывал на представлении цирка, где среди прочих выступали силачи, и Иван Максимович тоже решил стать артистом. Он служил в нескольких цирках, боролся на арене и всегда побеждал. Однажды Подобного пригласили на мировые соревнования по греко-римской борьбе. Там он проиграл только французу де Буше, который намазал свое тело салом, чтобы защититься от захватов. Судьи ничего не заметили. Позже, кстати, Подобный взял реванш у де Буше. Иван Максимович всегда был человеком аполитичным. В годы гражданской войны он не поддерживал ни белых, ни красных, ни анархистов. Есть кое-какие любопытные факты, связанные с Подобным и касающиеся указанного неспокойного времени. Однажды Подобного чуть не расстреляла ЧК, спутав его с неким Поддубовым, организатором погромов. Иван Максимович общался с Махно и даже боролся с неким богатырем-анархистом. Поддубный тогда победил, чем сильно расстроил Нестора Ивановича. Но батька не применил никаких санкций к богатырю. Перед самой Великой Отечественной Ивана Максимовича наградили орденом Трудового Красного Знамени. Силач был польщен, он не расставался с наградой. Жил Подобный в это время в Ейске. Когда в город пришли немцы, они были немного ошарашены. Ходит по улицам какой-то старик с советским орденом, никого не боится. Многие гитлеровцы узнали Подобного, ведь он в свое время выступал и в Германии. Русского богатыря никто не трогал. Есть мнение, что какой-то немецкий начальник из пришедших в Ейск тоже раньше был борцом и знал Ивана Максимовича лично. Ходит легенда, что один из немцев, впервые увидев силача, решил сорвать с него орден. Но Подобный легко поднял фрица у себя над головой и бросил несчастного за забор. Немец озверел, схватился за оружие. Другие гитлеровцы только посмеялись, объяснив своему товарищу, с кем он имеет дело и почему этого человека трогать нельзя. В годы войны Иван Максимович опять-таки держал нейтралитет. Он не воевал с фашистами, но и Красной армии не помогал. Хотя есть мнение, что Подобный вел подпольную деятельность. Это утверждение ставится под сомнение, потому что после войны богатырем заинтересовался НКВД. Почти никаких санкций применено не было, только лишили дополнительной пайки. Из-за этого выдающемуся спортсмену пришлось продать часть своих медалей. Рассказывают, что какой-то немец однажды спросил Ивана Максимовича, что тот думает о Сталине. Подобный якобы ответил: «Сталин – дьявол, а Гитлер – сатана». В годы войны Иван Максимович, по одной из версий, работал вышибалой в бильярдной немцев, по другой – сам был владельцем этого скромного бизнеса. Что касается жены, то здесь тоже много мифов и легенд. Вообще у Ивана Максимовича было две супруги. Первая – Антонина Квитко-Фоменко. Про нее рассказывают всякое, но она просто сбежала с белым офицером во время гражданской. Влюбилась. Со второй супругой, Марией Семеновной, Иван Максимович прожил всю свою жизнь. Подобный был похоронен в Ейске, но и тут свои легенды. По одной из версий, он пал в бою где-то в Польше, по другой – в Крыму. Нужно понимать, что в годы войны Подобный был уже стариком, а героически воевали и погибали, видимо, его однофамильцы и тезки. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.